Привет, я Саша Капуста, это канал Твой шрифтовой фетиш, серия видео по созданию вариативного шрифта FontLab. В этом уроке мы разберемся с базовыми настройками наших метрик и разберемся, что такое pull-up в наших буквах. Итак, у нас с вами готово больше половины прописных латинских символов. Как видите, мы с вами их сделали за кадрами, и в целом уже из них что-то может получиться. Сейчас нам нужно настроить расстояние между буквами, чтобы когда мы набирали какие-то слова, у нас они образовывали какой-то единый ритм, чтобы ничего сильно не выбивалось. Это в данном случае мы с вами будем настраивать метрики букв. Но для начала давайте закроем лишние окна, которые у нас здесь насобирались. Обычно я это делаю так, чтобы не пытаться попасть в эти крестики, я просто выбираю какое-нибудь самое дальнее окно и зажимаю клавишу Ctrl-W. Она закрывает активное окно и шрифт в том числе, поэтому в самый последний момент я просто прекращаю нажимать клавишу, и все у меня готово. Нажму Ctrl-S, чтобы сохранить проект в текущем виде, и перейдем уже к следующему этапу. Вообще, конечно, можно настраивать все вручную, выбирая каждую букву, настраивая расстояние справа-слева между ними, чтобы там что-то у нас с вами получалось, но я человек ленивый, поэтому я предпочитаю все автоматизировать настолько, насколько это возможно. Начать, я думаю, стоит с буквы прописной H, потому что с нее все началось, и от нее мы будем делать с вами все отсчеты, когда будем настраивать метрики других букв. Поэтому открываем эту букву и смотрим, что у нас здесь есть. На что нам нужно здесь смотреть? Я не знаю, какие цифры стоят у вас, это в целом не важно, потому что мы сейчас все равно будем с вами это менять, но, в общем, на что мы с вами смотрим? Мы смотрим на вот эти области, 75 юнитов, это расстояние от края кегельной площадки, в которой находится буква, до первого узла или до первого какого-то соприкосновения с кривой или элементом этой буквы, справа и слева соответственно. Мы можем взять вот этот треугольник и сдвинуть его вправо-влево. Можем сверху сделать в панели Property Bar, сделать это вот так. Можем просто набрать какое-то число здесь. То есть вот здесь у нас с вами настраиваются метрики. Посередине у нас общая ширина кегельной площадки, то есть вот это вот все от края ячейки до края ячейки. Вот это у нас значение метрик, расстояние от края буквы до края кегельной площадки. А это у нас относится к классам Келлинга, это мы с вами разберем попозже. Сейчас нас это не интересует. Двигая эти треугольники, мы можем задать с вами любое значение метрик, но я обычно ими не пользуюсь, потому что, во-первых, они не дают каких-то точных значений, потому что 416 это что такое, это вообще ни о чем. Вот это раз. Во-вторых, можно их двигать совершенно случайно, не обязательно трогать сам треугольник, можно за любую часть вот этой границы кегельной площадки зажать и сдвинуть ее. И к чему это приводит? Это приводит к тому, что когда мы работаем над большим количеством букв, мы вместо того, чтобы случайно дернуть или передвинуть какой-нибудь узел, можем случайно двинуть и саму кегельную площадку. Из-за этого у нас все съедет. Поэтому я крайне рекомендую вам их заблокировать и в принципе забыть про их существование и не пользоваться ими никогда. Для того, чтобы их заблокировать, вам нужно перейти в меню View. Дальше нам нужно выбрать вкладку «Заблокировать». И здесь вам нужно снять галочку точнее поставить галочку на Spacing Control. Это как раз таки вот и есть эти треугольнички. Если я поставлю галочку, то, как видите, они у нас пропали. И теперь я не могу за нее взяться, мне не за что взяться. И поэтому единственное место, где я могу поменять эти метрики, это непосредственно в окошках настройки метрики. То есть, допустим, я могу здесь поставить какое-то четное какое-то число. И зажатым шифтом могу вправо-влево по 10 юнитов измерять это расстояние, с зажатым контуром на 100 юнитов. Ну, то есть основной принцип вы поняли, как это работает. То есть это у нас позволяет полностью контролировать расстояние и каким-нибудь случайным образом их не сдвинуть, когда вы там все настроили, а потом в процессе работы случайно все испортили. Итак, расстояние от края ячейки глифа до края ячейки глифа называется кегельной площадкой. В FontLab это называется Advanced Width, то есть, грубо говоря, общий размер всей ячейки буквы. В цифровом виде это измеряется, разумеется, в юнитах, но если вы не совсем понимаете, что это такое, то самый простой вариант – это обратиться к историческому такому моменту. То есть, что это такое вообще? Если мы посмотрим на литеру, то мы увидим, что она у нас стоит на такой площадочке, у нее есть какая-то конкретная ширина. Вот именно эта конкретная ширина и есть у нас
аналог того, что у нас представлено вот здесь. То есть мы виртуально переносим ширину вот этой вот ячейки металлической или деревянной буквы, которая когда-то печатала текст, на вот такое вот поле виртуальное в FontLab. Обратимся к иллюстрации на сайте Ponophont для того, чтобы понять, что такое полуопроши, как они выглядят на кегельной площадке, которую мы сейчас с вами разобрали. То есть, если мы посмотрим справа и слева, у нас есть разные расстояния. Здесь 100 единиц, здесь 620 единиц. То есть расстояние до края площадки. Когда мы говорим про металлические литеры и про вообще в целом набор металлический, то мы подразумеваем вот такие литеры, внутри которых находится рисунок буквы, и расстояние слева до края этой металлической или деревянной площадки и справа называется полуопрошами. Когда мы соединяем две литеры вместе, между ними образуется полноценный опрош. То есть в программе, в любой шрифтовой, мы настраиваем отдельное значение справа, отдельное значение слева, потому что в зависимости от того, какая форма буквы, здесь может быть овальная буква, здесь прямоугольная, расстояние будет меняться. Поэтому мы не можем взять вот это значение отсюда и до этой части выставить справа вопрос, а слева, например, поставить 0. То есть технически это возможно, но на практике в этом нет никакого смысла абсолютно. Вот, то есть все, что у нас представлено здесь, все же это представлено у нас и в виртуальном пространстве программы FontLab. То, про что мы сейчас с вами говорили, называется горизонтальные метрики шрифта. То есть они относятся к тексту, который набирается слева направо либо справа налево в виде вот таких вот символов, как мы привыкли видеть в латинице, допустим. Но иногда в некоторых азиатских языках используется такой термин, как вертикальные метрики шрифта. Это, по сути, то же самое, но относится больше вот именно к китайскому, японскому, корейскому варианту написания, когда там речь идет об иероглифах, а не привычных нам глифах в латинице, в кириллице или тому подобное. Вот, поэтому нам сейчас конкретно вертикальные метрики не пригодятся никак, просто знайте, что они существуют, и просто пойдем дальше по уроку. Если по ходу этого урока у вас возникли вопросы, то задавайте их в комментариях на русском или английском языках. Этот курс залит сразу на несколько видеоплатформ, а значит, я могу их не увидеть. Поэтому подписывайтесь на канал в Телеграме и задавайте вопросы в чате «Делаем буквы». Все дополнительные материалы будут выложены на сайте «Твой шрифтовой фетиш». Там же вы сможете найти шрифты Rayер и Zasker, которые я упоминал в курсе. А еще делайте скриншоты вашего шрифта, хвастайтесь в соцсетях и отмечайте «Твой шрифтовой фетиш» в публикациях с этим хэштегом. Мне и вашим шрифтовым коллегам будет интересно посмотреть на ваши успехи в ходе этого курса. Если видео оказалось для вас полезным, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и увидимся в следующих уроках.